Здравствуйте, зрители нашей передачи «Точка кипения». Она выходит на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ее ведущий. Сегодня у нас в студии, как всегда, Максим Шевченко. И начать мы должны с печального сообщения, грустного. Умер замечательный человек, я бы сказал, даже великий человек, Леван Первели. Особенно тяжело Максиму, поскольку это был его личный близкий друг, помимо того, что это был замечательный философ. Крестный моего сына, я у него был крестным сыном. Это был мой очень близкий друг Леван, он долго болел, мучился, страдал. Я деталей не сообщал, естественно, пока это все было. Но вот вчера, накануне нашей записи, вечером поступило сообщение, что после мучительной болезни Леван умер. Это огромная потеря не только для Грузии, потому что Леван был патриотом Грузии до мозга костей, до каждой клеточки своего тела и последней части своей души. Он любил Грузию, обожал Грузию и думал о Грузии всегда. Ну и Леван понимал события мировые, региональные, так, как мало кто их понимал и мало кто их трактовал. Я его спрашивал: Леван, в чем твоя тайна, в чем твой секрет? Почему у тебя так получается? Он говорит: потому что я считаю, говорит, что мировая политика, она так же устроена, как улица, криминальный мир. Всем руководят конкретные интересы конкретных людей. А все остальное, политические идеи, пиар, это как бы оболочка, чтобы мозги запутать людям. Но я всегда стараюсь, он говорил, вычленить в каждой конкретной ситуации конкретный интерес. Я, говорит, не верю, что политики руководствуются идеологическими интересами. Они могут их использовать для оправдания, даже сами верить в то, что они якобы ими руководствуются. Но решения всегда принимаются из, во-первых, желания сохранить власть. Второе, желание вписаться в более какие-то мощные конфигурации и оказаться среди победителей, а не среди побежденных. Да? То есть правильно сделать ставку. Экономически это либо место, где производят ресурсы, либо место, через которое ресурсы поставляют, либо там, где перерабатывают и так далее. Если вот не выходить за рамки такого практического холодного взгляда на ситуацию, то ситуация становится всегда понятнее, чем если ты обсуждаешь там какие-то абстрактные вещи. Там, Россия, Англия, Америка, там, англичанка гадит, коммунизм, фашизм, социализм. Это нельзя сказать, что это не влияет, но это вторично, даже третично зачастую при описании ситуации. И Леван, в общем, его голос, я с ним очень на протяжении почти 16 лет, мы познакомились в 2008 году на фоне грузинских событий трагических. Леван всегда сохранял трезвый рассудок, ни одной секунды он никогда. Он всегда говорил, что Саакашвили виноват в том, что случилось. Да, он был врагом Саакашвили. И Саакашвили посылал в Вену, когда Леван был в политической эмиграции в Вене, убийц, которые были взяты австрийской полицией. Это не домыслы, они были просто взяты и признались, что им, определенные люди из службы безопасности Саакашвили приказали убить Левана. Он был опасен. Он был единственный депутат парламента Грузии при Шеварднадзе, и потом, который голосовал против закона, который американцы навязали Грузии, который позволял на территории Грузии возить любую виды вооружения, любые, не ставя в известность грузинское правительство. Есть такой закон, который, кстати, никто не отменял, он до сих пор действует. И он... Много мы с ним разговаривали, практически на протяжении 16 лет, каждый день мы общались. И он постоянно обращался мыслями, сердцем, душой к Грузии, к своей родине. Вот человек был верующий, как всякий нормальный грузин. Да? И, в общем, давай поэтому поговорим про Грузию. Если вот мы начали с такого соболезнования Грузии, грузинскому народу, да, всем родным и близким, от всего коллектива родной Вестника крови. Кавказа, нашей передачи. Да. Леван мой родственник по крестным. Поэтому тут, как говорится, я тоже, считай, принимаю эти ваши соболезнования как родственник.
не по крови, а по благодати. Нас много людей из Грузии. Поэтому давай про Грузию поговорим. Давай. В Грузии происходят серьезные события. Они часть событий вообще, я бы сказал, на этом огромном Переднем Востоке, но это события, да, на Южном Кавказе особые, специальные. Поэтому если будут какие-то аллюзии, Максим, к происходящему в соседних странах и регионах... Невозможно рассматривать сейчас Конечно. происходящее ли в Сирии, происходящее в Грузии, Без происходящее отрыва. в Украине, безотносительно процессов, которые происходят в Европейском Союзе, которые происходят в России, которые происходят в Турции, в США, и там, в Иране и так далее. Это все связано в этом мире. Несомненно. И, конечно, все события в мире я нанизываю на глобальный конфликт между глобалистами и империалистами. Глобалисты – это те, кто держит в своих руках финансовые и экономические рычаги глобального рынка, глобальной торговли. И Китай, могучий великий Китай – это тоже часть глобализма. Это не антиглобалистское. Да, это глобалистский проект. Да, в который инвестированы и американские огромные деньги демократов, и деньги, которые мы назвали бы не американские, а транснациональные корпорации. И противостоит глобализму американский империализм конкретно, хотя сами американцы обижаются, если их называешь империей. Говорят, это Британия и Франция империи. Мы как раз всегда выступали за свободу народов от империи. Ну, просто Америка еще находится на уровне республики, переходящей туда. Они сейчас переживают тот же самый кризис, который переживали с момента Марианских войн, Древний Рим, Римская республика, да, когда она обрела после победы в Пунических войнах такое могущество, очень много похожего. Разгромив Карфаген, своего великого оппонента, то есть разгромив финикийский мир, да, завоевав эллинский мир, подчинив его себе, разгромив Македонию, и наследие Антиохов, Рим стал глобальным. Но внутренняя структура Рима республиканская не позволяла управлять такими огромными, богатейшими, захваченными территориями, как провинция Африка, Африка, это Карфаген бывший, Испания, Эллада, как потом Цезарь присоединил Галлию, тоже взял ее, да, потом, Египет Цезарь присоединил. Какая республика? Кто сенаторы должны управлять этим? Кто там? Консулы должны меняться раз в полгода, да, 2 консула, как было в Древнем Риме. Да. Процессы начались еще во времена Суллы и Мария. Как мы знаем, Марианские войны, Марий, который выдающийся, безусловно, политик эпохи республиканского Рима, который предложил военную реформу, да, и включил ветеранов войны, ветеранов армии, очень похожие процессы в политические институты, которые до этого были архаические, делили римский народ на патрициев и на плебеев. Плебеи – это не нищие. Ну и всадники где-то посередине. Да, которых многие полагали нищие, это не так. Допустим, Помпей, великий оппонент Цезаря, был плебей, он был из плебейского рода. И он был богатейший человек. Просто патриции происходили от отцов-основателей, это такие роды, там, типа вот Юлии, от Венеры Цезарь происходил, там, да, его род, и так далее. Но, в общем, не углубляясь в интереснейшую историю Древнего Рима, скажем, что современное могущество, Запад всегда, любое западное могущество так или иначе испытывает те же проблемы, которые испытывала Римская империя. Кому интересно, перечитайте вот эту вот тома Момзена, порой республиканские войны и переход к имперским войнам, да, к проскрипциям, и заканчивается это и императорским воцарением Октавиана и Августа. У нас часто императора римского понимают как царя, богоданным. Это не так, он сам был богом. А божество, это сам Рим был божеством, которому боги покровительствовали, да, там Юпитер, Юнона, Марс, там Венера. Знаешь, нас мало кто знает, что вообще-то Грузия, запирающая выход Южного Кавказа и Центральной Азии в Черное море и на запад, всегда считалась на Западе, несмотря на свой небольшой размер, ключевой точкой. Она и есть ключевая точка. И поэтому, подожди, сейчас мира. я хочу закончить эту мысль. Вот это глобальное противостояние, американской империи, которая себя ищет, и Трамп это выразитель этих интересов, и глобализма, который вполне можно уподобить финикийским, карфагенским, вот этим вот карфагено-эллинистическим сетям, которые были тогда же в древнем мире, да,
Оно и определяет ход современной политики. И в этом смысле, ты правильно замечаешь, Грузия – это горлышко бутылки. Ливан Первели тоже говорил, который все богатства Средней Азии не могут попасть в Европу, Средиземноморье, минуя Грузию. Потому что транзитных коридоров южнее Кавказа, через Иран, Ирак, Турцию, есть нелегальные, легальных нету. Потому что нестабильные территории, особенно то, как Ирак был американцами как бы превращен вот в то, во что он был превращен, да. Значит, севернее России она заблокирована конфликтом, да, с Украиной, с Европой. Остается только этот между Большим Кавказским хребтом и Малым Кавказским хребтом, этот коридор от Баку до Поти, до, значит, прямой такой, в котором Грузия играет ключевую роль. Страна, не имеющая ресурсов, кроме культуры и человеческих, цивилизационных ресурсов, она, условно говоря, ты Грузию включаешь, если ты великая держава, в ареал своей политики, ты имеешь вот так вот выход, потому что Грузия, значит, Тбилиси, это выход через Армению на Иран, это, значит, для Турции это, значит, выход вот так вот от Поти тоже, значит, туда, Батуми, значит, и прямо вот Азия, да, Малая Азия, центральная, это Баку, Средняя Азия, север, это вдоль Абхазии, вдоль Черноморского побережья, старая железная дорога, или идет мимо, значит, Баку, тоже на Россию, на север, либо через Большой Кавказский хребет. Есть такой проект пробить туннель, как под Альпами, да, пробит туннель, значит, под Сен-Готардом, да, и пустить, знаешь, прямое сообщение. Грузия ключевая страна. Поэтому за Грузию идет, конечно, серьезная борьба. И, конечно же, также я и грузинские силы распределю. Вот Бедзина Иванишвили, грузинская мечта. Это, если американский империализм, который Трамп символизирует, в отличие от глобализма, покровительствует национальным суверенитетом, то глобализм размывает национальные суверенитеты. Глобализм хочет везде поставить элиты, которые завязаны на транснациональные корпорации, на транснациональные измерения, финансовые, политическое там, и так далее. Ради да? этого сейчас бьются на улицах грузины? Ну, мало так кто формулирует, но в целом они бьются. Вот оппозиция говорит, мы хотим жить как в Европе. Так, да? А как живут в Европе? Они не очень хорошо, на самом деле, знают, как. Вот ты лучше них знаешь, как живут в Европе. Но в Европе есть, очевидно, что. Вот если взять Францию, да, потому что президент Зоробишвили, который возглавил оппозицию, француженка, урожденная, этническая грузинка, благородного, значит, дворянского рода, урожденная француженка. Во Франции что есть? Во Франции есть кодекс Наполеона, который установил правовое пространство, которое так или иначе соблюдается через все республики и революции с тех времен, которые даже бурбоны не отменяли, признали практически полностью. Это одно из величайших достижений французской нации. Да? И, собственно, нация существует французская постольку, поскольку есть кодекс Наполеона. Во многих странах он принят как основа законодательства. Европы, Просто да, Европы. И в Турции, например, его приняли. Ну, в Турции, ну да, есть тоже, потому что они у французов много брали. Да. Но в целом, в чем отличие? Считается, что Европа – это пространство, где минимизирована коррупция, где есть справедливое судопроизводство, где человек, обратясь в суд, может добиться результата не потому, что он там знатный или какой-то еще, а потому что вот, мол, там юридическая процедура такая. Да, равенство перед законом. И в этом есть значительная доля истины. А не Европа – это там, где играет роль не сама по себе правовая легитимность, да, там, и решение суда, а с кем ты судишься. Если ты судишься с влиятельным, богатым человеком, то ты типа не добьешься никогда никакой справедливости, если только не будет решения другого влиятельного, богатого человека. Да? Вот на самом деле разница между европейским пространством и неевропейским именно в этом. Может, я не прав. А к этому добавляется ЛГБТ, проблемы и все остальное. Опять-таки, по твоей логике, ты прав, конечно, но ты начал с того, что надо смотреть в корень проблемы. В том, кому принадлежит власть, кто и как за власть бьется. Вот за власть сейчас явно на улицах Тбилиси, Ночного,
Что в нем, как я Давай понимаю, так, власть споntанее. принадлежит победившей на выборе грузинской мечте. Бьются за власть все равно. Она Я не принадлежит считаю. тем, кто победит Нет, подожди. сейчас. Это, смотри, демонстранты за власть не бьются. Они пытаются ослабить, дискредитировать правящую власть. Те, кто стоит за демонстрантами, действуют по логике беспорядков. Они хотят, чтобы власть совершила какие-то кровавые деяния. Для того, чтобы власть была дискредитирована, им нужна кровь. Им нужна, чтобы пролилась реальная кровь. Они вот бьются, эта технология стара как мир. Ну, точнее, это не так давно начался этот способ. Вот они кидают в полицейских, они кидают, стреляют в полицейских из петард, этих импровизированных пушек, такая из петарды сделанная, может, ты видел, да? Потому что полицейские, на самом деле, все люди стоят вот так вот, да? Если в тебя полицейский видит, что там за дымовой шашкой какой-то огонь вылетает, он не знает, может, открыли огонь из пулемета, да? Человек может взять в ответ выстрелить боевым оружием. Полицейские же, ну, основная масса не вооружена, но офицеры, наверное, имеют оружие. В Грузии есть оружие у многих. То есть, на самом деле, я вижу, что оппозиция провоцирует, используя такие методы. Это выглядит как карнавал, но на улице это не карнавал. Они провоцируют, чтобы полилась кровь. Для чтобы чего? власть, чтобы дискредитировать власть, чтобы окончательно власть делегитимизировать и перевести ситуацию в неуправляемую. Чтобы Зурабишвили и ее команда, которые типа хорошие, да, они за демократию, за европейские ценности, они выглядели как в белых одеждах, а власть, которая вынуждена, как и любая власть, подавлять беспорядки, стала ужасной, темной и желательной еще с точки зрения оппозиционеров, заляпанной кровью. Франция. Мы видели во Франции, когда желтый жилет или не так давно, как избивали их просто дубинками. Я оказался, помню, 1 мая как-то в Париже. Кстати, мы с Ливаном там были. Мы поехали с Ливаном, сели в Вене в машину, поехали, как раз приехали в Париж в 1 мая, там со знакомыми общались. И я оказался в латинском квартале, на Рю-Муфтар сидели, и как раз эти шли бои, значит, буквально. Я пошел посмотрел, я видел, как вот группы черных анархистов, подготовленные, значит, такие, я там вел репортаж такой, снял, значит, их, и ко мне сразу подскочила девчонка с дубинкой из этих анархистов. Сказала: ты что, быстро стер это все, ты что нас снимаешь? Я говорю: все, я стираю. Я вижу, как и с той стороны полицейские, знаешь, разминались, как вот в каком-то регби буквально. Там закованные в латы, эти закованные в латы. И вот этот вот мост, если ты знаешь, около ботанического сада, прекрасно его знаешь, там вот переходишь мост, справа, значит, Жардин дю План, да, значит, ботанический сад, развилочка такая, по-моему, вокзал Сен-Лазар там слева, да, и вот там просто разбиты были все витрины, все рекламные агентства. Это, значит, была борьба. Полицейские очень жестко применяли меры, и эти тоже жестко. И там был момент, я видел, передо мной 2 полицейских, вдруг их окружили на Рю-Муфтар в углу, они бежали, за ними гналась человек 15 этих анархистов черных, да, и 2 полицейских прижали к стене. Они вот так вот встали, эти полицейские, и они реально ждали, что их изобьют в мясо, потому что эти вот их окружили. И только там прибежала другая группа полицейских, там буквально они бегали в этих переулках латинского квартала друг за другом. Проблема просто в том, что когда там пробило 2 часа, они кончились, бои классовые. Я увидел сцену удивительную. Все Вот пошли обедать. идет группа этих анархистов, и от них в 50 метрах идут полицейские, которые переговариваются, там что-то смеются, переругиваются. Эти идут со своими щитами. Это было невероятное зрелище. Но так или иначе во Франции применяют. Во время ковида я видел в Голландии, там, значит, антиковидные митинги, старушки, там женщины вышли какие-то, их собаками травили. Ротвейлеров прямо рвали на части. Но по отношению к Европе претензий никто не предъявит. Да? Правовое пространство, как мы сказали. Да? Право, оно принадлежит, правда, тем, кто это право определяет. Право же не бывает без относительно власти. Нет права, отделенного от власти. Это мечта человечества. Вот. А тут полицейские грузинские, ну, естественно, на улице их провоцируют. Еще раз говорю, вот эта вот стрельба петардами. Петарда – это крайне опасная вещь на демонстрации. Потому что за дымом не видно, что там сверкает. Может, в тебя стреляют реально. Ты знаешь,
что больше всего в этой ситуации, все больше лично меня, думаю, не только меня беспокоит, это то, что все время пытаются вплести сюда российский сюжет. Мол, нынешняя власть в Грузии, она пророссийская, и Бедзина, значит, Иванишвили, который как бы стоит за нынешней правящей партией, да и не скрывает это, он ее создал, он как бы сформулировал ее задачи. Это интересы России, а вот против имперской России ее представители в Грузии борются хулиганы на улицах. Ну, молодежь. Ну, это, между прочим, не... Слушай, ну это такая примитивная мобилизационная формула. Ну да. Полицейские, которые против этих хулиганов тоже далеко не хорошо относятся к России, не являются по-российской. Вот я видел там диалог, перевел один грузин, живущий в России, там, значит, эти переругивались с полицейскими, и те ругают Россию, понимаешь? Для молодого поколения грузин Россия, к сожалению, после Абхазии и Южной Осетии, после 2008 года, этого добились западные манипуляторы, это крайне негативное как бы явление. Хотя значительная часть экономики Грузии идет за счет России, да? И восстанавливает за счет России, и ориентирована на Россию, и производство вина, и боржоми, и продукты, и транзит, который идет в Россию через Грузию, потому что из Турции все равно все едет через Грузию, потом через Азербайджан, и потом попадает, значит, в Россию через Дагестан, понимаешь? То есть Грузия за время вот этого всего товарооборот с Россией вырос там в разы просто у Грузии. Даже транзитный товарооборот. Поэтому очевидно, что ничего подобного Запад предоставить не может. Если только Запад не хочет создать другой коридор, потому что Франция стоит за Зурабишвили. Франция – это часть глобалистского вот этого измерения, макроновская Франция, по крайней мере. Ле Пен они там заткнули рот уголовным делом, я не знаю, каковы перспективы. Они не заткнули ей рот, если надо, мы потом об этом поговорим. Каковы перспективы они этого уголовного пытаются. дела, да. Но Макрон это, естественно, глобалист, он играет ту же роль, как играл, ты правильно заметил, Наполеон III при, значит, Великобритании, который присоединился к британской коалиции, несмотря на классическую дихотомию англичанин-француз, да, во время Крымской войны. За счет этого поднялся, как бы вылез наверх. И тут Франция, смотри, дальше за Францией Армения, за Арменией и Иран. У Ирана с Арменией при любой власти в Армении отличные отношения. Если и у Ирана с Францией очень хорошие отношения, даже сейчас Макрон пытался влезть в ближневосточный кризис, да, именно за счет отношений с Тегераном. Во многом. Да и Хаминеи прилетел в Тегеран из Парижа, будем откровенны. Загадки эти нам еще придется долго разгадывать, но, в общем, тут кое-что на поверхности. Хотя во время Ирано-Иракской войны Миттеран полностью поддержал Ирак. Ну, это метание внешней политики Франции, они не всегда... Возможно, Миттеран принадлежал к другой ложе. Скорее всего. Хотя они с Макроном в одной были, конечно, в Гранд-Ориент. Но неважно. Короче, если, допустим, в Грузии власть терпит поражение, проявляет слабость, во что я не верю, например. Знаю лично Бедзину Григорьевича Иванишвили, это не человек, это человек максимально далекий от проявления слабости, очень дисциплинированный, умный и волевой человек. Значит, и предположим вот такую ситуацию, что эти побеждают, французы побеждают. Сразу Армения, Франция сразу выстраивает сухопутный коридор с Арменией, а через Армению в Иран. Это вот этот коридор Бандар-Аббас идет в обход Азербайджана, сразу идет коридор, да, значит, туда на Иран. В Иране тоже есть свои силы, которые хотят замириться с мировым порядком, которые пытаются минимизировать влияние стражей исламской революции и всего этого хаминистского, значит, крыла, да, и которые вполне договорятся с Европой. Вполне договорятся. Ну, назовем их условно иранское глубинное государство, да. Прогрессисты я их называю. Это не либералы, это прогрессисты. И за ними, естественно, стоят священнослужители. В Иране ничего не делается. Группы, да. Есть группы вот священнослужителей хаминистов, да. А есть группы священнослужителей вот таких, как говорится, глобалистов. То же самое. Это микровселенная.
И вот тогда дальше что мы видим? Тогда Франция начинает вооружать Армению. Это уже проблема для Азербайджана начинается очень Ну серьезно. да, хотя я сомневаюсь, что Франция кого-то может вооружить. А я даже не сомневаюсь ни одной секунды. Вооружить. Франция и Индия, потому что этот коридор для его защиты требуется оружие. Индия тоже участник этого коридора. Индия, Иран, Армения, Грузия, Франция, если так он идет, понимаешь? И поэтому борьба за власть в Грузии это вообще не про Россию на самом деле. А это про богатство, огромное богатство Средней Азии, про огромное богатство, про выход к Индийскому океану, который это вот развилка грузинская, и про то, будет ли командовать на этой развилке Грузия, грузинское государство, национальное, интересы которого представляет грузинская мечта, или это будет очередная муфта транзитная глобалистов, которые будут там ставить каких-то марионеток своих, понимаешь, и которые будут полностью в своих интересах это все делать, все, что там происходит. К Азербайджану это тоже имеет прямое отношение. К Азербайджану, поскольку... конечно, имеет то, что происходит в соседней стране. О чем речь? Ну, у Азербайджана интерес один, чтобы транзитные коридоры Азербайджана, которые все идут через Грузию, сейчас не пострадали ни при какой власти. Да, Азербайджану нужна стабильная Грузия, понятная, да, и прогнозируемая. Стабильная и прогнозируемая Грузия. Я думаю, что вот это столкновение имперцев и глобалистов, оно в Грузии очевидно проявляется. Безусловно, имперцы везде покровительствуют национальным суверенитетом. Великая, могучая Соединенные Штаты, Великая империя, и везде выстраивает вассальные отношения. Недаром представителем Трампа в Европе становится Орбан, и Орбан прилетел сразу же после выборов поддержать Бедзину Иванишвили. Встречался и с Кабахидзе, и с премьер-министром, и с Бедзиной Иванишвили встречался. И, в общем, Орбан и сейчас по Украине тоже он будет озвучивать, я так думаю, позицию Трампа. Поэтому задача, собственно, следующая. У грузинской власти, чтобы до 20 января не произошло ничего фатального. Не был переброшен, допустим, в Грузию из Украины грузинский легион, который уже, они заявили, что поддерживают протестующих, это военная сила, достаточно серьезная. Не было, в общем, слабины в грузинской власти. А многие дипломаты, особенно в Европе, уже как бы сняли с себя полномочия. Ну, знаешь, как насчет слабины. Все-таки мы говорили с тобой один раз, когда про Грузию, я тогда пробросил вопрос о том, что, ну что, разговаривать с 46% своего населения, это разве проявление слабины? Вот дело в том, что митинги это не 46%, митинги это молодежь. Ну, за ними стоят 4 партии, которые участвовали в выборах и получили 46% голосов. Все эти партии мы знаем, кто за каждой из них стоит. Все знают. Проблема Грузии в том, что там все друг про друга все знают, понимаешь? Очень не хватает Левана Первели, вернусь к началу. Ливан, есть подозрение, что его убили, что его отравили, потому что Ливан становился на фоне этих событий очень важным фактором. За Ливаном стояла Сванетия. Ливан имел огромное уважение и популярность у консервативной, такой политически консервативной части грузин. Ливан был знаком и с Виктором Орбаном, и с Фицо, и с вот этими правыми, значит, европейцами, альтернатива для Германии. Поэтому то, что Ливана с высокой долей вероятности убрали, это огромный удар именно по грузинской мечте и по грузинскому народу, на мой взгляд, который не хочет становиться инструментом в руках глобализма. Но, безусловно, выяснят близкие Ливана. Сваны такие вещи не оставляют. Случайно он умер или не случайно по каким-то причинам. Для них это очень серьезный вопрос. Ну, все равно. А для Грузии... Нужен Для лидер, Грузии потеря заменит. Левана Первели в этой ситуации это очень серьезное ослабление на самом деле власти и ее ресурсов. Но я лично желаю Грузии, чтобы Грузия не поддалась на этот глобалистский шантаж, чтобы она выстояла и перешла потом к вменяемой политике национального диалога, национального примирения. Но сейчас, к сожалению,
Глобалисты сделали ставку на дискредитацию и свержение грузинской власти. Это я просто вижу. И сейчас то, что происходит, многие сравнивают с украинским Майданом. Пока это не украинский Майдан. Потому что украинский Майдан стал Майданом, когда группа влиятельных олигархов украинских встала за Майданом. Пока в Грузии нет такой ситуации. Но она может сложиться. Поэтому интересно просто. Будем следить за происходящим там. И пожелаем грузинскому народу обрести подлинный суверенитет и подлинную независимость. И избавиться от иллюзий относительно того, что где-то, как избавлялся, как эти иллюзии не имел Леван Первели, который жил в Европе 20 лет, имел политическое убежище в Австрии и прекрасно знал, он все знал про европейские элиты, все знал. И у него не было, он всегда эти иллюзии развенчивал. Никто никому не хочет помочь. Все на таком уровне хотят использовать. И вопрос, это для тех, кто слабее сильных, это вопрос, как ты выстроишь договоренности, как ты выстроишь отношения. Чем ты не можешь поступиться ради того, чтобы встроиться в какую-то систему. А сейчас есть только две системы. Либо глобалистская, либо система как союз патриотов-империалистов. Все. Нет, мир разделен вот так вот. Идет глобальная война такая. Ну, кстати, воспользоваться чужим, действовать только в своих интересах, это не только привычка европейских элит. Но полностью согласен. Ну, это вообще, это основа политики. Как человек, у которого бабушка была грузинкой, Царствие Небесное. Вот, я желаю грузинам только спокойствия и процветания. Им придется поработать еще, что бы ни случилось там над этим. Интересный был сегодня разговор, хотя и печальный. Вот. Все мы умрем. Да, но все мы равно, переходим от Бога и к Богу возвращаемся. Если когда умирают друзья, товарищи, это тяжело. тяжело. Близкие. Особенно так умирают внезапно, спонтанно. Или когда подозрение есть, так трагически. Что смерть не случайна, это вообще тяжело. У меня очень большие подозрения. Поэтому спасибо зрителям, которые сегодня с терпением опять выслушали нас. Вот это была передача «Точка кипения», которая выходит на канале «Вестник Кавказа». Я Эльмар Гусейнов, ведущий, с Максимом Шевченко сегодня обсуждали происходящее в Грузии и судьбы Грузии. Максим, спасибо. Ну и еще раз, ты полетишь, наверное, передай там соболезнования от нас. Обязательно. До свидания.